Всем привет! Вы на канале На Велике с Бананом, меня зовут Игорь, и сегодня мы поговорим на тему: а так ли нужен велокомпьютер и в чем его отличие от телефона на руле? Мне, как велосипедисту, который ездит часто, подолгу, важно, чтобы было какое-то устройство, которое мне покажет маршрут, мою скорость, каденс и пульс, и чтобы это устройство работало по 10-12 часов без выключения экрана. В прошлом году я ездил в поездки с телефоном. Для этого у меня был вот такой держатель телефона на руле. Но вот минусы такого решения. Когда телефон закреплен на руле, я часто пропускал какие-то красивые места, которые хотелось сфоткать. Но открутить и снять телефон довольно сложно, а на ходу еще и опасно. Поэтому часть красот я так и проехал мимо. От постоянной тряски камера вашего телефона может со временем испортиться. Телефон часто блокируется, и вам каждый раз надо его разблокировать, чтобы посмотреть, куда ехать. А если у вас стоит сенсор отпечатка пальца, то при езде на велосипеде он перестает работать от мокрых пальцев. Возможен перегрев телефона, особенно если он лежит в специальной сумке, которая крепится на раму. К телефону также сложно подключить датчики. Нужны те, которые работают по Bluetooth, а они в свою очередь сильно садят батарею. Ну и как вишенка на торте, проехать с включенным GPS 100-150 км у вас вряд ли выйдет. Мало какой телефон сможет столько выдержать. Но для меня самым главным триггером покупки велокомпа было то, что я начал разбираться с пульсовыми зонами. И понял, что следить за пульсом без такого компьютера довольно сложно. А это очень важно, особенно в дальних поездках. У меня есть часы, которые довольно точно измеряют пульс, но ехать и каждые 2 минуты смотреть на них было крайне неудобно. В начале года я купил себе китайский велокомпьютер EGP Sport BSC300. У него цветной дисплей, запас батареи на 40 часов, много встроенной памяти, быстрая синхронизация со Стравой, гибкая настройка показателей на экране, удобная навигация и куча других функций. Что мне дает велокомпьютер? В первую очередь это удобный навигатор. Я часто прокладываю новые маршруты и без карты, которая всегда перед глазами, я бы постоянно сбивался с трассы, как это было, когда я использовал телефон. Во-вторых, я постоянно отслеживаю свой пульс. Об этом подробно расскажу в отдельном видео, но сейчас скажу, что это важный показатель в дальних поездках. Я не переживаю, что сядет батарейка, так как хватает ее на длительное время, и моя поездка точно будет записана и выгружена в Страву. У меня всегда перед глазами оставшееся расстояние, текущее время, моя скорость и ее среднее значение, показатель каденса, уклона, сколько времени прошло и другие параметры. Лично для меня покупка велокомпьютера очень сильно изменила мои поездки. Они стали более безопасные, более информативные и даже более спокойные. Какие велокомпьютеры бывают? Они могут быть самые простые, которые показывают просто скорость, ее среднее значение и пройденное расстояние. А есть более продвинутые, которые кроме скорости и расстояния показывают пульс, пульсовые зоны, отображают маршрут в режиме навигатора, показывают среднее значение и прочее. Такие компьютеры бывают с цветным экраном или черно-белым. Тут важно понять, какие данные нужны именно вам, и выбирать велокомпьютер именно под ваши нужды. Кому не нужен велокомпьютер? Велокомпьютер точно не нужен тем, кто просто ездит на работу, с работы или в магазин за покупками. Не нужен начинающим велосипедистам, которые еще толком не определились, что они хотят от велосипеда. Тем, кто просто катается не ради километров, скоростей и прочего. Кому не нужны цифры, маршруты, запись данных и так далее. Кому велокомпьютер может быть полезен? Тем, кто ездит часто и на дальние расстояния. Кто хочет видеть и анализировать средние показатели своей поездки. Кто любит изучать новые маршруты и проводить для этого трассы на карте. Кто следит за показателями, такими как пульс, каденс, скорость, уклон и прочее. Подводя итог, скажу так. Если вы любите велосипед, любите на нем ездить, ездите много и часто, не только в магазин, то точно стоит рассмотреть покупку велокомпьютера, так как это сильно упростит вашу жизнь. Катайтесь на велосипедах, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Вам не сложно, а мне очень полезно. До новых встреч, пока-пока!